Как-то раз люди обнаружили собаку, чья мордочка была облита кислотой. Увидев это, они позвонили Ларите, волонтеру из Hope for Puffs, и попросили приехать. Разумеется, добрая девушка не могла отказать, поэтому тотчас же выехала по указанному адресу. Увиденная картина едва не заставила ее расплакаться. Маленькая, жалкая, со спутанной грязной шерстью и облезлым хвостом, собака пыталась кушать, терпя ужасную боль. Приблизившись, Ларета погладила малышку, и та испуганно дернула головой. Волонтер увидела обожженный рот, который выглядел так, словно он загнивал. Ей обязательно нужно было помочь, и девушка терпеливо ждала момента, когда можно будет набросить на собачку шлейку. Ждать пришлось недолго, малышка была очень голодна и жадно уплетала еду, не отрываясь и не обращая внимания на Ларету. Даже, когда волонтер аккуратно надела на собаку шлейку, та никак не отреагировала. Малышка не сопротивлялась, и тогда девушка подняла ее и понесла к машине. Посадив питомицу в переноску, волонтер отправилась в клинику. Элис, как было решено назвать собачку, села на одеяло и принялась ждать, что преподнесет ей судьба. В больнице малышку тщательно осмотрели, заметив не только обожженный рот, но и ужасные нижние зубы, которые причиняли животному неудобства. Это было следствием того, что за собакой не ухаживали, равно как и не следили за шерстью, которая местами облезла и покрылась колтунами. Со спутанным мехом Элис попрощалась в тот же день, и перед взором волонтеров и врачей предстало худенькое тельце с выступающими ребрами и тоненькими лапками. Чтобы малышка не мерзла, на нее надели теплый свитерок, который помогал поддерживать температуру ее тела. Почти неделю Элис провела в больнице. Ее лечили, кормили и уделяли много внимания. Особенно Ларета, девушка не уставала гладить собачку, которая сама подходила к ней и просила ласки. Волонтер готовила для Элис еду и смазывала ее тело кокосовым маслом. Благодаря заботе девушки, собака выздоравливала прямо на глазах. 2 месяца спустя малютку взяла в свой дом семья добрых людей. К тому времени она поправилась, а страшная рана во рту затянулась. Собачка покрылась беленькой шерсткой, которая пока что была коротенькой. Прошло еще немного времени, и Ларета решила навестить семью, приютившую Элис. Когда к ней выскочила пушистая собачка, девушка просто не поверила своим глазам. Тем не менее, это была Элис, которая узнала свою спасительницу и радостно бросилась в объятия. Веселая, жизнерадостная и энергичная пушинка. Именно такой стала наша героиня. Пройдя через горести, очаровательная собачка получила шанс на счастливую жизнь, и она не устает благодарить за это добрую и обаятельную Ларету. И мы тоже бесконечно благодарны этой милой девушке. Если вам понравилась эта история, то переходите на наш канал. У нас много интересных видео о животных. До свидания.